Всем привет, это пятая серия нашего видеодневничка по Таиланду на машине. Мы находимся в столице Таиланда, городе Бангкоке. И мы побываем в месте, откуда началась современная история Бангкока. Это храм Wat Arun, храм восхода солнца. Также мы покатаемся по Чоу Прай на пароме, погуляем по вечернему Бангкоку, а также узнаем, что такое мототакси. Ну а вишенкой на торте будет посещение птичьего кафе. После посещения Прая Након к вечеру рассвета у нас начинался новый насыщенный день. И мы решили отправиться в одно из must-visit мест – храмовый комплекс Wat Arun или храм рассвета. Именно с этого места началась история современной столицы Таиланда – города Бангкок. В 17 веке тут был храм Wat Makok, и в то время это была деревня с названием Банг Макок. В 1768 году после падения Аютхаи генерал Таксин спускался по реке Чао Прая в поисках места для новой столицы. На рассвете он увидел храм, где решил помолиться. И это место ему так понравилось, что он основал здесь первое поселение Тхонбури. Изначально и до 1784 года в храме рассвета располагалась главная святыня Таиланда – статуя изумрудного Будды. Для нее построили специальный храм с противоположной стороны реки и перенесли ее туда. Современное название Wat Arun храм приобрел в период царствования короля Таиланда Рама II. С 1809 по 1856 года проходили реставрационные работы, после чего высота главного пранга достигла современной. Потом были реставрации в 1868, 1980 и последняя закончена в 2017 году. Весь храмовый комплекс украшен китайским фарфором. Однако откуда ему тут взяться, ведь в то время китайский фарфор был запрещен к продаже. На этот счет существует две теории. Первая из них гласит, что китайское торговое судно, которое перевозило фарфор, потерпело крушение на реке. Когда его достали, осколки фарфоровой посуды применили для декорации храма. Версия номер два – это пожертвовали тайцы, которые плавали в Китай за товаром, а возвращаясь назад для балласта покупали за копейки фарфоровые осколки в Китае. Тайцы очень любят фотографироваться в традиционных костюмах, поэтому здесь можно часто встретить людей в исторических одеяниях. Главный пранг построен в кхмерском стиле, и его высота 79 метров. Он символизирует гору Меру, являющуюся в буддизме святыней, центром духовных и материальных ценностей. Симметрично по углам от главного пранга расположены пранги поменьше. Их высота достигает 16 метров и символизируют они разные континенты. На втором этаже расположены 4 статуи божества Индра, едущем на трехглавом слоне Эраване, а шпиль главного пранга увенчан трезубцем Шивы. Туристам к посещению открыты только двор и первый этаж. Второй этаж закрыт, так как вверх ведут крутые ступени и на них регулярно происходили несчастные случаи. Также на территории храма расположены беседки, зал посвящения, виханы, библиотека, почивальни монахов, а вокруг прангов расположено множество каменных статуй, львы, обезьяны, воины, слоны с большим количеством голов, кинарии, полуженщины, полуптицы и другие мифические создания. За храмом расположен павильон, посвященный основателю Бангкока генералу Таксину и его доблестным воинам. Тут собраны разнообразные исторические факты, заметки, предметы обихода генерала
а также его статуи и статуи Будды. За символическое подношение буддийский монах вам повяжет браслетик на руку, благословит и скажет «Good luck». Выйдя из павильона, мы попали в красивый внутренний дворик. На клумбах постриженный газон, где можно посидеть в тени величественных деревьев, кафе, клумбы и статуи. Есть даже кусочек набережной, откуда открывается прекрасный вид на Чао-Праю, а также противоположный берег Бангкока. А за трущобами на противоположном берегу расположен храм изумрудного Будды. Точно так же, как храм красив на рассвете, он красив и на закате. Он прям светится в лучах солнца. Но есть, конечно, и ложка дегтя в виде грубого персонала, всякого рода аферистов, которые снуют по территории, но и грязновато вокруг. Однако не будем акцентироваться на этом и будем надеяться, что эта проблема скоро решится. В храм мы приехали на такси, а обратно на другой берег переправляемся на паромчики, которые ходят тут регулярно. Кстати, это один из лучших моментов сфотографировать храм на закате. На противоположной стороне от храма расположены отели и рестораны с фантастическим видом на реку Чао-Прая и храм рассвета, и такими же фантастическими ценами. Читал в отзывах, что в одном из ресторанов столик с видом на храм выставляют на аукционе. Кто больше заплатит, тот и будет любоваться великолепным видом. Но правда, читая отзывы об этих местах, идти туда не хочется. Еда посредственная, ждать очень долго и цены очень высокие. Поэтому мы покушали в обычном китайском ресторанчике и решили посидеть на берегу ночной Чао-Прая. Чуть в стороне есть Public Viewpoint. Это одновременно и смотровая точка, и пирс. Тут открывается прекрасный вид на ночной храм и проплывающие по реке кораблики. В целом, место очень приятное и спокойное. Бангкок – это город контрастов. Так на территории школы, например, гуляет варан. Далее мы прогулялись по парку Люмпини. Интересный парк, в центре города, но в запущенном состоянии. Практически все газоны и лавочки закрыты оградительной лентой, а озеро источает затхлый запах. Тут очень много спортсменов, а также людей, которые приходят пофоткаться и сделать вид, что они зожники. В парке живет очень много котов и ворон. Коты прикольные, будут даже мурчать, чтобы их покормили. Памятник Люмпини закрыт оградой, и лицезреть монумент можно только со спины. Далее мы прошлись по городским улочкам в час пик. Кстати, именно час пик был спонсором нашей прогулки. Так как на такси ехать час 20, а пешком час, то мы решили прогуляться. На тротуарах целый рой людей. На главных дорогах мертвые пробки, очереди, змейки на остановках. Это время, когда сотни тысяч людей идут с работы домой. Нас очень удивило в Бангкоке малое количество супермаркетов с едой. Они тут есть, но ехать через весь город по пробкам за едой так не хочется. Потому основная масса городских жителей питается уличной едой. Также популярны фудкорты в торговых центрах. По городу оптимальнее всего передвигаться либо на такси, либо на наземном метро BTS. Также есть мототакси. Был как раз час пик, а мне надо было быстро съездить в торговый центр. И я заказал мототакси. Скажу, опыт не из приятных. Шлема нет, очень страшно, а если едешь по пробке, то выхлопные газы и раскаленный воздух от кондиционеров машин – твои лучшие друзья. Однако опыт очень интересный и полезный, так как за короткий промежуток времени
вы можете увидеть всю многогранность Бангкока. Это какой-то мега-салат из небоскребов, трущоб, а также исторических зданий, приправленных невероятным количеством транспорта и людей. Ну а в тот день я ехал в торговый центр Fortune Town. Тут продают профессиональную фото и видеотехнику. В таких каменных джунглях, как Бангкок, очень популярны кафе с животными и птицами. Мы уже ходили в кафе с собаками на Пхукете, ранее выкладывал видео, нам очень понравилось и мы остались очень довольны. В Бангкоке нас каждое утро будил петух, и мы не понимали, кто вообще может держать петуха в городе. Но возвращаясь домой, мы заметили, что в соседнем с нами здании расположено кафе «Птичник». При посещении в цену билета включен напиток на выбор, одно распечатанное фото Polaroid, корм, ну и общение с птичками. Помимо большого количества попугаев, тут также обитают кролики, морские свинки, какие-то пушистые куры и утки. Их можно всех кормить, гладить и фоткать. Животные все чистенькие и выглядят здорово. Место прикольное, советую посетить, а все полезные ссылочки будут в описании. На этом чудесном моменте закончилось наше время пребывания в Бангкоке, и нам пора возвращаться на Пхукет. Всем спасибо за просмотр, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а в следующей серии мы отправимся в Хуахин. Там мы сходим на самый красивый пляж Хуахина, погуляем по обзорной площадке, откуда открывается прекрасный вид, а также посмотрим большого Будду на горе. Погуляем возле бушующего моря и потом отправимся в город Ранонг. Все это и многое другое будет вас ждать в следующей серии. До скорой встречи!